Привет, друзья! Сегодня мы будем читать и слушать вторую часть из цикла «Деревенская целительница Мария». Давайте начнем, пожалуй, без лишних слов. Приятного просмотра. Холодное утро начиналось с простых забот. Натопить печку, развесить белье, проверить, не подтекает ли крыша после вчерашнего ливня. Дом старый, скрипел, ворчал на новые привычки своих жильцов. Под самой крышей, где вечно скапливаются вещи, стоял запах прошлых лет. Теплый, прелый, с примесью высохших трав, что когда-то бабка сушила для полоскания волос. Зеркало нашли случайно. Лиза с матерью искали чемодан с зимними шарфами и натыкались на разное. Коробки с пустыми катушками, старый валенок, книги. За сундуком, обмотанное тканью, стояло зеркало. Тяжелое, в резной раме, местами облупленный. Стекло мутное, с темными пятнами по краям. «Ты чего в него вцепилась?» — отозвалась мать, заметив, что Лиза долго трет рукавом пыль с поверхности. «Оно теплое», — прошептала девочка, — «будто под ним кто-то дышит». «Давно оно тут стоит, еще прабабкино», — равнодушно сказала мать. «Давай вниз внесем, отмоем, пригодится в коридоре». Старая рама тяжело легла в руки. Несли вдвоем, осторожно, чтобы не треснуло стекло. Внизу поставили у стены напротив окна, где мягко расползался дневной свет. Пыль смахнули, и в зеркале сразу стало видно всю комнату, растянутую, неровную, как будто кто-то рисовал ее левой рукой. Лиза первый раз осталась перед ним одна вечером, когда мать ушла к соседке за молоком. Девочка села напротив, подогнула ноги, уставилась и долго не могла оторвать взгляд. В отражении все было похоже на правду, только чуть-чуть не так. Угол скатерти не совпадал, узор на ее кофте был другим, а волосы казались темнее. «Как тебя зовут?» — вдруг спросила она, сама не поняв зачем. В комнате было тихо, только тиканье часов и редкое шуршание мыши за печкой. В отражении губы девочки дрогнули чуть раньше, чем у нее самой, потом шевельнулись. «Лика!» — выдохнуло отражение. «Ты забыла?» Лика вздрогнула, бросила взгляд в сторону двери. Пусто. Снова посмотрела в зеркало. Отражение улыбалось чуть иронично. Глаза были синие, не серые, как у нее самой. «Не бойся», — добавило отражение. «Мы почти одинаковые». Лиза хотела встать, убежать, позвать мать, но в груди что-то застряло, не давая закричать. Только холод по спине, а в голове медленно всплывает ощущение, что эту улыбку она уже где-то видела, когда была совсем маленькой. «Почему ты, Лика? Я Лиза», — выговорила девочка, всматриваясь в стекло. «Потому что меня так звали. Тут». Отражение кивнуло куда-то вниз, в угол зеркала, где темнела едва заметная трещина. Дверь хлопнула, вошла мать, принесла бидон с молоком. Лиза вздрогнула, обернулась, и в этот момент отражение стало обычным, послушным, повторяющим каждое ее движение. «Чего застыла? Давай помоги». Лиза долго не могла отойти от зеркала. Казалось, что из глубины за ней наблюдают. В ту ночь девочка ворочалась, сбрасывала с себя одеяло, вставала пить воду, снова ложилась. Снились мокрые травы, чьи-то босые ноги, пыльные комнаты и лицо, вроде ее, только старше, с острым подбородком. Утром все забылось, осталась только усталость и непривычное чувство одиночества. Весь день Лиза нарочно избегала коридора, но ближе к вечеру, когда в доме стало темнее, потянула туда, посмотреть, есть ли в зеркале та самая Лика. Она стояла напротив, почти не двигаясь, только в глазах мелькала слабая искорка. «Ты слышишь меня?» — шепнула Лиза. «Я всегда слышу», — отозвалось отражение. «Только ты не всегда хочешь говорить». «Ты правда жила тут?» — выдохнула Лиза, чувствуя, как холод ползет по пальцам. «Я и сейчас здесь. Просто ты обо мне забыла». «Почему я должна помнить?» Вдруг разозлилась Лиза, отступая от стекла. «Потому что иначе я исчезну. А если исчезну я, то исчезнешь и ты». Лиза закусила губу, бросилась в комнату и села у окна. Слышала, как за стенкой мать щелкает спицами, ворчит на радио новости. Все казалось настоящим, только ощущалось чужим. Вечером она осторожно спросила у матери. «Мама, а прабабка какая была?» Мать вздохнула, поставила чашку, задумчиво глянула в окно.
Тихая, не смеялась, но и не злилась. Все больше одна сидела. С зеркалом этим часто разговаривала. Я маленькая была, думала, что сумасшедшая. Может, просто скучала. Лиза кивнула. В голове крутились слова Леки, которые просились наружу, но не могли прорваться сквозь собственный страх. «А если зеркало убрать?» — спросила она тихо. «Да пусть стоит, раз не мешает», — отмахнулась мать. Лиза уснула тревожно, просыпаясь от странного ощущения. Кто-то шепчет у самого уха. Голос был и ее, и не ее одновременно. Слишком знакомый, чтобы не пугаться. Вторую ночь подряд ей снилась та же девочка с синими глазами. Лика держала ее за руку, вела куда-то вглубь темного дома, показывала затянутые паутиной окна, пыльные книги на полках, чернильное пятно на скатерти. «Ты помнишь?» — шептала Лика. «Помнишь, только не хочешь знать». «Чего не хочу?» «Себя. Такой, какой была». Проснулась Лиза на рассвете, вспотевшая, с дрожью в пальцах. Зеркало в коридоре тускло отражало полоску света. Ни ее, ни Лики. Через несколько дней Лиза стала уставать быстрее, забывала слова, часто вздрагивала от собственного отражения даже в стекле окна. Мать списывала на усталость, просила не валяться до обеда, чаще дышать свежим воздухом. На 6-й день она впервые призналась. «Мам, у меня зеркало говорит, там не я». Мать устало махнула рукой. «Хватит сказки выдумывать. Это нервы твои шалят. Пойди погуляй лучше». Лиза замкнулась. Вечером долго сидела у окна, прислушиваясь к тишине, пока вдруг не вспомнила. Неподалеку живет Марья, та самая, что лечит не только травами, но и словами. Решившись, Лиза вышла в сумерки, укуталась в куртку, побрела по заросшей тропке к дому на краю деревни. Под ногами шуршали прошлогодние листья, в воздухе стоял запах сырости и костра. На крыльце у Марии спала кошка. Мария открыла дверь еще до того, как Лиза постучала. «Заходи», — спокойно сказала женщина. «У тебя вид, будто не спала неделю». Лиза села у печки, глядела в огонь. Руки дрожали, глаза резала от слез. «У нас зеркало. Оно разговаривает со мной, но там не я, а какая-то Лика». Мария долго не отвечала. Заварила чай и поставила на стол миску с сушеными яблоками. «Отражения никогда не бывают просто отражениями», — сказала она наконец. «Иногда в них застревает не то, что видно снаружи, а то, что не выпустили из дома. Я завтра приду, покажешь». Лиза кивнула, выпила теплого чая и почувствовала, что впервые за много дней ей стало немного легче. Мария, как и обещала, пришла утром, не спеша, с мешочком трав, в шерстяной накидке. Дом встретил ее привычной тишиной. Лиза открыла дверь, будто ждала всю ночь. Под глазами пролегли тени, как у взрослых, которые разучились спать. «Где оно?» — спросила Мария спокойно, едва переступив порог. «В коридоре», — тихо сказала Лиза, кивая на зеркало. Мать вышла из кухни, поздоровалась неловко, уже зная, что спорить с Марией не стоит. Зеркало стояло у стены, высокое, потемневшее, как вода в пасмурный день. Свет скользил по нему, не проникая в глубину. Мария подошла, не дотрагиваясь, вгляделась. Ее отражение смотрело в ответ, но неохотно, с усилием пропуская чужую тень. «Ты разговариваешь с ним?» — спросила Мария у Лизы, не отрывая взгляда от стекла. «Только когда никого нет», — призналась девочка. «Там девочка, Лика. Она знает про дом больше меня. Она как будто помнит что-то важное. Иногда мне кажется, что я ей завидую». Мария медленно обошла зеркало, коснулась рамы, и по дому, как по проводам, пробежал легкий скрип. «Это не просто стекло», — сказала она задумчиво. «Таких раньше мало было. В них смотрели редко, чтобы не оставить внутри то, о чем потом жалеешь». Мать нахмурилась. «Хочешь сказать, оно порчено?» «Нет», — покачала головой Мария. «Оно держит в себе память. Кто-то смотрел слишком долго, слишком часто просил о чем-то. Слова остались. Лика не зло, она застряла тут между мирами». Лиза вцепилась в рукав Марии. «Она не говорит плохого. Правда, иногда мне страшно, что я сама стану такой». «Она что-нибудь просила у тебя?» Мария внимательно посмотрела на девочку. Лиза замялась, посмотрела на кончики пальцев. «Говорит, что я должна ее помнить, чтобы она не исчезла».
Иногда шепчет, чтобы я попробовала сделать то же, что и она. Встать ночью, смотреть в зеркало в темноте, не моргая. Мария медленно вздохнула. Так теряют себя. Лика ищет не собеседника, а двойника. Если ты поддашься, в доме станет две Лики, а Лиза не останется. Мать выдохнула шумно, села на стул. Что теперь делать? Разбить его? Вынести? Разбивать нельзя, твердо сказала Мария. Тогда все, что внутри, вырвется в дом. Лучше уговаривать, как больного. Не против силы, а словами. Иногда такие вещи ждут, когда их назовут по-настоящему. Она встала напротив зеркала, смотрела долго, почти не моргая. Лиза затаила дыхание. В какой-то момент отражение в зеркале померкло, и вместо обычной Марии показалась ее же тень, но иная. Волосы темнее, лицо другое, чужое. «Лика!» — тихо позвала Мария. «Я знаю, ты здесь. Зачем ты осталась?» В ответ только слабое, едва уловимое движение губ в отражении. Потом голос, почти неслышный, как из-под воды. «Я боюсь. Я одна». Лика вздрогнула. Голос был действительно не ее, не похож ни на кого в доме. «Почему боишься уйти?» — негромко спросила Мария. «Тут помнят меня». Голос становился яснее. «Пока хоть кто-то помнит, я есть». «А если никто не будет помнить?» Мария держала зеркало взглядом, не отступая. «Тогда меня не станет совсем». «Зачем тебе жить, если это не жизнь?» Мария не убирала руки с рамы. В отражении лицо дрогнуло. Лика, или то, что называла себя этим именем, вдруг произнесла. «Я ждала маму. Она обещала вернуться. Сказала, посмотри на меня, и всегда будешь помнить. Она ушла, я осталась». Лиза вдруг поняла, что в груди поднимаются слезы. Не от жалости, а от странного, стыдливого чувства. Будто она знает эту маму и знает, каково ждать. Мать пробормотала. «У прабабки мама рано умерла. После этого она совсем тихая стала». Мария кивнула. «Иногда тоска сильнее памяти. Она ищет тех, кто похож. Лиза, ты чувствуешь себя не на месте?» Девочка кивнула. Мария присела рядом, взяла за руку. «Лика зовет тебя туда, где привычно. Ты не обязана туда идти. Просто скажи. Я вижу тебя, я помню, но я не ты». Лиза подошла к зеркалу, с трудом выговорила. «Я Лиза. Я помню тебя, но я не ты». В этот момент отражение дрогнуло. По стеклу пробежала еле заметная рябь. Лика медленно улыбнулась, печально, но по-настоящему. «Спасибо», — едва слышно. Мария встала, накрыла зеркало льняной тряпицей. «Пусть постоит так до завтра. К утру будет ясно, ушла ли Лика. Не пугайтесь, если во сне увидите что-то странное. В доме станет легче, даже если вдруг заплачете просто так, без причины». Всю ночь Лиза ворочалась, но страха больше не было. Снился ей длинный коридор, залитый теплым светом, запах вареного молока и женщина с мягкими руками, которая улыбается и машет рукой, уходя за дверь. Лика стояла в коридоре, смотрела, как Лиза играет с матерью, и только грустно кивала. Утром дом наполнился непривычной легкостью. Солнце лилось через окно, в комнате пахло хлебом, мать тихо пела что-то из старого, вымыла пол до блеска. Лиза впервые за неделю сходила во двор, собирала травы, дышала свежим воздухом. Мария пришла после полудня, сняла с зеркала тряпицу. Стекло было обычным, мутным, чуть треснутым, но без той глубины, что тянуло в себя. «Все», — сказала Мария, — «теперь в этом доме можно жить спокойно. Пусть зеркало стоит, только не разговаривайте с ним долго, не просите у него памяти. Все, что было, осталось в прошлом». Лиза смотрела на свое отражение и впервые за много дней узнавала себя. Ничего особенного, просто девочка, чуть бледная, с обычными глазами. «Спасибо», — тихо сказала она Марии. «Благодари себя», — улыбнулась Мария. «Ты выбрала жить, это не каждому дано». Лиза улыбнулась в ответ, почувствовав, как возвращается тепло, которое давно покинуло ее ладони. После ухода Марьи дом перестал дышать настороженно. День шел как обычно, но что-то важное внутри наконец встало на свое место. Лежала тихо, как забытая пуговица в кармане. Лиза и сама изменилась. Перестала оглядываться в коридоре, подолгу задерживаться у стекла, слушать, как ночью скрипит чердак.
Зеркало теперь стояло в углу, а когда мать спросила, может поставить его в кладовку, Лиза впервые спокойно ответила: «Пусть стоит». Ближе к вечеру за окном начался дождь. Мать возилась на кухне, лепила вареники, пела себе под нос вполголоса. Лиза принесла кошку с крыльца, вытерла ей лапы и улеглась читать на старом диване. Впервые за много дней она по-настоящему забыла про зеркало, про Лику, про чужое ощущение внутри. На исходе дня в дверь постучали. Было уже почти темно, когда на пороге появилась соседка, та самая Анна Егоровна, что слыла среди деревенских неразговорчивой, но проницательной женщиной. Мать пригласила ее на кухню, налила чаю, и разговор поначалу шел о пустяках. Сырости, корове, что захромала, о том, как нынче не растет огурец. Потом Анна вдруг взглянула на Лизу и тихо спросила: «Ты, девонька, зеркало принесла? Не боишься?» Мать нахмурилась, но Лиза только пожала плечами. «Уже не боюсь. Там теперь ничего нет». Анна кивнула, задумчиво поводя пальцем по ободку чашки. «Знаешь, я ведь когда маленькой была, жила тут, в этом доме, у тетки твоей прабабки. Зеркало то с самого чердака снесли, а оно все будто чужое. Только не в нем беда. В том, что мы забываем, кто мы, когда в себя долго смотрим. Память она цепкая, не любит быть одна. Вот и Лика твоя не злая была, просто не могла уйти». Мать выдохнула неровно. «Неужели бывает, что человек как бы остается?» «Бывает», — кивнула Анна. «Не телом или словами, а тем, что не отпустили. Это не дух, не порча. Тоска, застывшая в стекле. У нас у каждой такое могло бы остаться». Лиза слушала и чувствовала странное облегчение. Ее не осуждали, не смеялись, не жалели. С ней говорили как со взрослой, с тем, кто уже прошел свой страх. Анна встала, прикоснулась к зеркалу, взглянула на мутную поверхность. Ее отражение было тусклым, но настоящим. «Пусть стоит. Если когда-нибудь почувствуешь чужой взгляд, не отворачивайся. Просто скажи: я помню, но это не мое». Мир вернулся на круги своя. В доме стало светлее, мать реже раздражалась. Лиза снова подолгу пропадала во дворе, собирала мяту и сушила на окне, переписывала в тетрадь рецепты травяных чаев, подслушанные у Марии. Теперь каждое утро начиналось с простых вещей. Как будто внутри ничего больше не застревало, все текло своим порядком. Иногда, когда за окном сгущался сумрак, Лиза все же ловила себя на том, что прислушивается. Не шепчет ли кто-то в углу, не качнется ли тень у зеркала. Она не боялась, не тревожилась, но теперь знала. У каждого из нас внутри может остаться Лика, которую не отпустили вовремя. Однажды Марья заглянула к ним, как всегда, без предупреждения. Тихо, с котомкой за плечом и добрым взглядом. Села у окна, помолчала. «Как ты?» — спросила у Лизы. «Хорошо», — ответила та честно. «Я теперь не смотрю в зеркало долго». Марья кивнула. «И правильно. Зеркало — это окно в себя. Смотреть туда можно, но главное не забыть, кто по эту сторону». Лиза улыбнулась, первый раз так, как раньше. Марья положила ей на ладонь маленький камень, гладкий, как слеза. «Носи с собой. Если станет тяжело, держи в руке. Он напомнит, что ты здесь». Когда Марья ушла, в доме снова стало привычно. Кошка мурлыкала у печки, мать мыла посуду, капал дождь. Лиза смотрела на зеркало и думала. В нем теперь только отражение. Обычное, чуть тусклое, но свое. Ничего и никого больше. И если когда-нибудь из глубины вновь поманит чей-то голос, она вспомнит. Память можно отпустить, даже если страшно. А ночью Лизе приснилась короткая и ясная тишина. Старая женщина с тонкими пальцами и усталыми глазами стояла у двери, смотрела ласково и прощалась без слов. Утром девочка проснулась и ощутила, что все, что нужно помнить, живет в ней самой. Ни в стекле, ни в чужом имени, ни в страхе. Начался обычный день. И этого было достаточно. Вечер в деревне наступал незаметно, как всегда. Сначала в окнах исчезал последний свет, потом подползала с полей сырость, а у самой опушки расползался белесый туман, вязкий, будто кисель. В такие вечера не хочется выходить из избы, и даже собаки не спешат лаять на редких прохожих. В тот день Митька-почтальон первым увидел на дороге худого старика в грязном ватнике,
с взлохмаченными седыми волосами и странным мутным взглядом. Шел как лунатик, не оглядываясь. Прямо, не разбирая, где канавы, где кочки. Шаги неуверенные, но не уставшие. На плечах Тина, в ботинках хлюпает вода. Митька сперва принял его за бродягу, но, приглядевшись, отшатнулся. Лицо-то знакомое, только иссохшее, как у тех, кого слишком долго держит зима. В деревне сразу пошел слух. Вернулся, сам, своими ногами, тот самый с болота. 10 лет назад на болоте пропал старик Данила. Вышел за клюквой и не вернулся. Искали неделю. И собаками, и с крестами и молитвами. Не нашли ни следа, ни шапки. Вспоминали, что болото-то непростое. Раньше в нем топились не раз. Слухи ходили о ходячих, которых земля не приняла. Говорили, мол, болотная тоска может схватить, если не крестишься, да не держишь в голове доброго слова. Постепенно забыли, у кого жизнь идет, у кого дети появились. Данила ушел в рассказы, как одна из старых тайн, которые не любят пересказывать вслух. А теперь вот он, стоит у изгороди Митьки, мокрые синие губы, на лбу слипшиеся пряди. Говорит глухо, не по-людски, будто слова жует. «Марию! Позвать! Мне к Марье!» Все, кто увидел, сразу потянулись к окнам. Не веря глазам, крестясь, кто-то с порога окликнул. «Данила? Ты это, Данила?» Он только покачал головой, то ли в знак согласия, то ли от того, что голова болит. Вечером про него говорили в каждом доме. «Данила вернулся, а ума не прибавилось». «А ты видел, какие у него руки? Тина до локтей». Он все Марию звал. Мария в этот вечер мыла окна. Весна все же, даже если холодная. Дома я стоял особняком на краю деревни, ближе всех к тропе, что уводит к глухому лесу. Когда к ней пришли, она только головой покачала. Старик сидел на лавке с пустыми глазами. Лицо обветренное, глаза стеклянные, мутные, а внутри, казалось, все замерло, даже сердце. «Говорят, тебя болото держало?» — спросила Мария, села рядом, не боясь ни запаха, ни сырости, ни страшных рассказов. Старик долго молчал, потом медленно выдохнул. «Там темно все время, а голоса будто сверху, сквозь воду. И нет ни дня, ни ночи, все одно». Она опустила голову. Люди вокруг ждали, кто с тревогой, кто с любопытством. «Ты все это время там был?» — спросила она. Данила не ответил, всхлипнул. «Марья!» — прошептал он. «Они мне велели тебя найти». Кто-то из толпы сплюнул, кто-то перекрестился. Марья взяла Данилу под руку, повела к себе. Толпа быстро рассеялась. Никто не хотел быть рядом, когда болото выплевывает своих. Данила заснул на старой печи, не раздеваясь, только сапоги снял. Из них вылилась темная вода, пахнущая болотом. Пока он спал, Марья разложила травы, поставила на стол миску молока, села у окна. Темнело. В воздухе стояла влага, будто дождь собирался, а в голове крутились странные слова. Болото не всегда отпускает просто так. За каждого возвращенного оно что-то берет взамен. В ту ночь в деревне было неспокойно. Собаки выли, коротко, резко. Дети ворочались, стонали во сне, кто-то начинал бредить, звать маму. На рассвете поднялся крик. «Гришка с Ваней исчезли!» Бросились искать. Дети нашлись ближе к болоту, босые, стояли у кромки воды и смотрели вдаль. В волосах у каждого кусок мокрой тины, а на ступнях грязь, будто топали босиком пожиже. Вернули домой. Дети не помнили, где были. Все во сне, все будто под водой. Марья в ту ночь не спала. Данила лежал тихо, не дышал почти, только губы шевелятся. На рассвете он сел, закашлялся, и на ладонь выпал кусок тины, темный, с нитями водорослей. «Они придут», — шептал Данила. «За каждым, кто ушел. Кто был там, тот уже не совсем свой». Мария смотрела на старика, и в ее глазах не было ни страха, ни злости, только упрямство, накопленное годами, такой же вязкое, как болото весной. «Ты расскажи, что там было, Данила. Что привело тебя обратно?» Он посмотрел на нее и в этот миг на мгновение стал прежним. Усталым, но живым. «Не я сам пришел», — пробормотал он. «Меня отпустили, чтобы дорогу открыть. Теперь, Марья, тебя они ждут». В тот момент над болотом поднялся тяжелый туман, а в деревне, где-то на самой окраине, снова раздался детский плач.
На следующий день в деревне повисла глухая, вязкая тишина. Люди разговаривали шепотом, старались не встречаться глазами друг с другом. Никто не подходил к дому Марьи, где на печи лежал Данила. Даже собаки обходили стороной ее двор. Туман не ушел даже к обеду. Он тек под воротами, отцеплялся за пороги, затекал под пол, выискивал, к кому бы прицепиться к пяткам. В доме стоял запах трав. Полыни, зверобоя, сухой мяты. Марья раскладывала пучки привычными движениями, но в этот раз все запахи напоминали только о том, что многое в этом доме держалось на тонкой нитке. К утру Данила немного пришел в себя, но глаза у него остались чужими, мутными, как у человека, которого уже никто не ждет. Он не ел, на вопросы отвечал сбивчиво, пугался света, просил зашторить окна, отворачивался к стене. «Данила, кто тебя сюда привел?» — спросила Марья, когда он закашлялся и вытер губы рукавом. «Болото не любит одиночество», — глухо сказал Данила. «Там голоса. Все зовут и зовут, а отпускают не каждого. Я их слушал долго, думал, легче станет. Потом вдруг наступила темнота, и в голове остались только чужие имена». Он умолк, глядя в одну точку. Марья наклонилась ближе. «Какие имена?» «Детей», — прошептал он. «Сначала одни, потом другие. Все идут по воде, босиком, по мху, а за ними кто-то тянется, длинный, скользкий. Пока тебя не позовут, не уйдешь. Меня позвали, но отпустили с пустыми руками. Сказали, приведешь чужую, тогда пока перестанем забирать детей». Марья помолчала, потом спросила. «Чужую? Меня?» Данила кивнул. «Тебя, Мария, они ждали. Для них ты чужая, но сильная. Им нужна твоя воля, чтобы открыть дверь». В этот момент из синей донесся детский плач. Лёшка из соседнего дома стоял босиком, в одной ночной рубашке, волосы были спутаны, тяжелые от сырости. Мать держала его за плечи, а мальчик, словно не проснувшись, глядел сквозь людей и повторял. «Там темно, там зовут, Мария». Пока женщины отпаивали Лёшку теплым молоком, Мария позвала к себе старую Наталью, ту самую, что помнила все беды села. «Ты скажи мне, Наталья, что за напасть опять началась? Дети к болоту сами идут, а старики как воды набрали в рот». Наталья присела на лавку, кутаясь в шаль, долго молчала, прежде чем заговорить. «Было такое. Когда болото разливалось, да туман ложился по огородам. Все вокруг менялось. Люди пропадали, особенно дети. Это место не для нас, там свои законы. Только один раз его усмирили, когда пришла сюда странница. Она 3 ночи сидела у болота, травы жгла, шептала что-то. Тогда болото перестало детей забирать, а теперь снова за старое». «Как она это сделала?» «Не знаем мы», — Наталья качнула головой. «Она сама ходила к воде ночью. Утром нашли детей у самой кромки болота живых. А женщина-то ушла, будто не было». Мария слушала и чувствовала, как в груди поднимается тревога. Значит, все повторялось, и ее теперь тянуло к болоту, чтобы разделить, что свое, а что чужое. В тот же вечер у ее калитки собрались люди. Молчали, никто не звал, но стояли тесно. У каждого были тревожные глаза. У кого ребенок, у кого внук. Первой заговорила старуха, а потом и мужчина. «Может, ты знаешь, Мария? Это не просто так, что дети уходят. Ты не бросай нас». Мария стояла на крыльце, долго смотрела на людей, затем сказала. «Я пойду ночью к болоту. Кто захочет идти со мной, не бойтесь, но не лезьте впереди. Это не для всех. Если болото не прекратит, никого не вините». Ночь пришла рано. Как только солнце спряталось, болото затянулось белым маревом. Не было даже ветра, только где-то вдали крикнула выпь. Мария взяла узел с травами, обвязала руку веревкой, накинула платок. Данила не спал. Он сидел на печи, глаза его были влажными. Разумеется, из деревенских никто с Марией не пошел. Ее сопровождали только мутные звезды да тусклая луна. Она шла к болоту, туда, где земля тянула к себе, где никто уже не знал, чей он. У кромки болота Мария остановилась, воткнула в мох пруд, рассыпала сухие травы. «Не для себя пришла», — сказала она. «Для детей. Возьми мое слово, но прекращай забирать детей». Туман сгустился.
Из глубины донесся плеск, то ли шаги, то ли дыхание воды. На поверхности появились маленькие босые следы, мокрые пятна на сырой земле. «Мы возьмем твое слово!» — раздался голос. Сразу и мужской, и детский, и женский. «И когда-нибудь ты нам его вернешь!» Мария стояла, не дрожала, хотя внутри все жгло, как горячка. «Я отдаю», — сказала она твердо. «Только детей не трогай». Болото вдруг зашумело. Волна пробежала по кочкам, в траве мелькнули детские глаза. Марии было понятно. Болото рано или поздно потребует долг. И придется еще не раз стоять у самой кромки. С рассветом все затихло. Туман наконец ушел, как теплое молоко стек по низинам, оставил за собой только тяжелый запах сырой земли да мокрые пятна на тропинках. Люди медленно расходились по домам, озирались на болото с опаской, но уже без прежнего ужаса. Дети лежали в своих кроватях, бледные и вялые, но живые, дышали ровно, только иногда во сне вздрагивали, шептали что-то неразборчивое, словно продолжали звать кого-то из той, другой стороны. Мария провела весь день возле печи. Заваривала травы, отпаивала Лёшку, проверяла, нет ли у кого новых странных снов. В доме стояла тяжелая тишина, но она уже не давила, а больше напоминала отдых после долгой болезни. Данила не вставал с лавки, взгляд его оставался мутным, но он больше не просил зашторить окна и почти не вздрагивал от солнечного света. Он часто клал ладонь на грудь, словно что-то искал под рубахой, и подолгу молчал, глядя в сторону болота. К обеду в дом начали приходить женщины. Кто с детьми, кто с новостями. Все старались говорить потише. Мария угощала их молоком, не гнала, но и не расспрашивала лишнего. В деревне говорили, что Данила теперь не совсем человек, что обратно не вернулся, и, мол, нельзя ему долго жить среди людей. Старики кивали, болото берет долги по-своему. В тот же вечер Мария вышла на крыльцо, села на ступеньки, глядя на темные полосы в небе, где еще недавно висел туман. Данила тихо подошел к ней, сел рядом. «Не держат меня здесь!» — выдохнул он, словно боялся, что кто-то услышит их разговор. «Зову себя по имени, не откликается никто. Все как будто и мое, и чужое». «Ты долго был там», — сказала Мария, не глядя на него. «Болото не любит просто так отпускать». «Не помню ни одного дня», — покачал он головой. «Как будто во сне все было. Только голоса вокруг, да глаза детские. Смотрят сквозь воду». Мария кивнула. У нее самой внутри что-то тихо кольнуло. Тоска, будто кусок собственной жизни остался там ночью. В глазах Данила мелькнула прежняя усталость, только теперь уже без страха. «Спасибо тебе, Мария, что не отвернулась». Они долго сидели на крыльце, слушали, как за забором шумит ветер, воробьи спорят на осине. Ночью Мария опять не спала. Ей снилось болото, густое, вязкое, покрытое рябью, по которому шли босые детские ноги. В глубине воды мелькали лица, и живых, и давно ушедших, и ее собственное отражение, уставшее, с темными кругами под глазами. Кто-то шептал за спиной: «Ты дала слово, теперь возвращай». Она шла по воде, и трава цеплялась за лодыжки, тянула вниз. Но Мария не останавливалась, пока не увидела кромку леса, за которой уже горел свет в окнах изб. Проснулась она на рассвете, выжатая, как лимон, но на душе стало легче. Она знала, какое-то время в деревне будет спокойно. Дети оправились быстро. К утру они уже бегали по двору, только иногда подбирали с земли комочки мха и нюхали их, как будто узнавали что-то свое. В волосах еще долго находили болотную тину, но матери просто вычесывали ее гребнем, не говоря детям ни слова. Данила через пару дней ушел из деревни. Тихо, никому ничего не сказав. Кто-то потом видел, как он стоит на краю болота, смотрит в воду. Говорили, что он растворился в тумане, а другие, что ушел в леса, где теперь не найдешь его даже с собаками. Мария поставила на лавке перед печью маленький мешочек с сушеной травой, на всякий случай, чтобы память не тянулась снова к болоту. Деревня прожила это лето спокойно. Болото не тянуло никого, туман стоял за опушкой, и только ночью иногда слышался тихий плеск, будто кто-то бродил по воде, но больше никто не исчезал. А Мария знала, у каждого в этом мире есть свой долг, и если он не твой, не бери его на себя. Если же уж случилось, помни, что болото никогда не забывает,
кого она уводила и кого отпускала. Все остальное — только время. Деревня жила как всегда. Кто в поле, кто у речки с удочкой, кто у печки с тестом. Весна в этот год задержалась, но зато пришла щедро, с шумной капелью и долгими ветрами. В это время на пыльной дороге и появился он. Человек нездешний, высокий, светлоглазый, с аккуратной бородкой. Приехал на старенькой телеге, запряженной конем цвета темного янтаря. Сам торговец, казалось, не замечал ни усталости, ни неровной дороги. Все видели, как он въехал на площадь, скинул мешки, а потом начал неспешно раскладывать на лавке маленькие глиняные горшочки, баночки, затянутые воском, и кружевные салфетки, на которых было написано: «Мед целебный, мед волшебный, мед от всех недугов». Первой его заметила Тоня, вдова с 2 детьми. Говорят, торговец приветливо кивнул, угостил ложкой густого меда прямо с деревянной палочки. Мед был не желтый и не янтарный, а необычно густой, почти белесый, с запахом теплого хлеба и влажного луга. Тоня заулыбалась, поблагодарила и уже к вечеру рассказывала соседкам, как у нее сразу полегчало в груди. Затихла вечная усталость, и даже сон приснился, светлый, веселый. На следующее утро на площади у телеги стояла уже вся деревня. Кто с банкой, кто с кружкой, кто просто попробовать. Торговец угощал всех щедро, рассказывал вполголоса, что этот мед непростой, а собранный в особом месте, где травы растут под самой радугой, и пчелы слышат мысли людей. «Любую боль возьмет», — говорил он старухам, раздавая по ложке. «И хандру несет, и тоску, и память тяжелую. Не зря у меня его на ярмарках с руками отрывают». Мария увидела его лишь вечером. Она редко выходила к людям без надобности, но слух о медовике дошел и до нее. Из окна она наблюдала, как торговец с каждым общается вежливо, но не заискивающе, а в глазах его сероватая дымка. «Слишком ловко язык подвешен», — заметила про себя Мария. В тот вечер деревня пела и смеялась, будто в праздник. Даже немощный Ленька Косой, который годами не выходил со двора, сидел у колодца, жмурился на солнце и ворчал. «Хорош мед, кости не ломят, не то ж твои коренья, Мария». Мария не ответила. Она чувствовала тревогу, как сквозняк под дверью. Сладко пахло, легко дышалось, но в глазах людей проступала какая-то отрешенность, будто каждый смотрел сквозь все, что его окружало. Через неделю смех стих. Люди по-прежнему благодарили торговца, теперь уже за банку, за ложку, за угощение, но в деревне стало тихо, как в сонном омуте. Старики подолгу лежали на лавках, молодые жены стали дремать на ходу, а дети тянулись к кровати сразу после заката. Даже собаки перестали лаять по ночам. Лежали как мертвые, под плетнями, уткнувшись носом в землю. Мария заметила перемену сразу. А лица людей стали бледными, улыбки вялыми, а в доме у каждой хозяйки посуда не мылась, хлеб не ставился, дети не просились на улицу. Песни затихли, разговоры оборвались. Угощение торговца исчезало со стола быстрее, чем хлеб и молоко. «Это не мед», — решила Мария, когда вечером заглянула к Тоне и увидела, как та дремлет, уронив ложку, а дети лежат рядом и даже не плачут. Она присела у окна, посмотрела, как торговец закрывает лавку, собирает остатки в мешок. В его движениях не было усталости. Все медленно, спокойно, точно как у человека, который все уже знает наперед. «Забвение кормит», — подумала Мария. «Забирает память, выгоняет боль, но вместе с ней уносит и жизнь». В ту ночь Мария долго сидела у стола, перебирая травы и старые записи. Она знала, такие гости приходят редко, но уж если пришли, то уходят не сразу. Мед всегда был хлебом для праздника, для радости, но этот мед притягивал не свет, а сон. Кто слишком много пробует, теряет не только болезни, но и саму охоту жить. Мария набросила на плечи темный платок. Луна висела низко, ночь была теплой, но в воздухе стояла вязкая сладость, словно по всей деревне кто-то развесил веники липового цвета. Она вышла к телеге, где уже дремал торговец. Рядом стояли глиняные горшки. Мария села напротив, не боясь, что ее заметят. «Гость!» — тихо сказала она. «Ты не за добром пришел? Хватит брать чужую память, отдавай назад». Торговец поднял голову, посмотрел на нее без удивления. Его глаза не были ни злыми, ни теплыми, скорее усталыми, будто он 1000 лет ходил по дорогам и нигде не мог задержаться. «Не я беру», —
сказал он спокойно. «Я только угощаю тем, что просят. Люди сами едят, сами отдают. Я лишь медовик». «Ты не медовик», — твердо сказала Мария. «Ты кормилец забвения». «Может и так», — не стал спорить он. «А ты, выходит, помнишь? Не хочешь попробовать?» «Я не забываю», — сказала Мария. «Но другим не дам забыться». Она рассыпала перед телегой полынь, бросила на горшки рябиновые ягоды и прошептала старые слова. В этот момент по всей деревне взвилась жужжащая волна. Пчелы поднялись в воздух, зазвенели, покружили над телегой, а потом исчезли, будто их и не было вовсе. Торговец не двигался, только на мгновение закрыл глаза. «Людям боль нужна», — сказала Мария. «Без нее и радости нет. Отдай им назад тоску. Пусть лучше живут с ней, чем спят вечным сном». Торговец встал, медленно собрал свои вещи. На траве осталась только капля густого меда, светлая, как солнце. «Ты сильная», — произнес он напоследок. «Не каждому это по плечу». Мария смотрела, как он уходит вдоль речки, растворяется в сумраке, а по всей деревне одна за другой начинают брехать собаки, будто вспомнили, что значит ждать человека у ворот. Наутро люди проснулись другими. Голова у каждого болела, тело ломило, но глаза зажглись живым светом. Тоня пошла за водой, старики вышли на улицу, дети принялись бегать, плакать, ссориться. Люди вспоминали, как несколько дней почти не вставали с постели, но никто не мог точно сказать, что снилось им за эти дни. С утра по деревне прокатилась волна разговоров. Кто проснулся в слезах, кто с тяжестью в голове, кто и вовсе ничего не помнил про вчерашний день. Казалось, жизнь, вернувшись, стала колючей. У каждого обнаружились свои болячки, старые обиды, хозяйки ругались на немытую посуду, на разбросанные игрушки. Но с этими мелочами пришла и привычная жажда жить. Ругались, смеялись, вздыхали, как водится, не жалея слов. Мария ходила по домам, проверяла, не осталось ли у кого баночки с медом торговца. Некоторые находили пустую глиняную посуду на полке, а кто-то и вовсе не помнил, куда она делась. Ближе к обеду в дом к Марии заглянула баба Зина. Присела у печки. «Тяжко, Мария. Проснулась, будто из-под земли вылезла. А ведь так хорошо было, ни боль, ни обида. Будто все забылось, как в чистой воде растворилось». «Забвение всегда сладкое», — ответила Мария, ставя на стол чашку с горячим молоком. «Только жить так нельзя, Зина. Все, что душа не пережила, однажды вернется. Лучше горько, но по правде». Баба Зина всплакнула, но улыбнулась, глядя в окно. «Ты мне скажи, он не вернется, этот медовик?» «Нет», — уверенно сказала Мария. «Ему тут делать нечего. Пока мы не зовем забвение сами, оно не придет». В этот день в деревне никто не спал до обеда. Женщины мели дворы, дети гонялись друг за другом, старики сидели на лавочках и спорили о погоде. Жизнь возвращалась в привычное русло, с криком, с радостью, усталостью, со всем, что делает день живым. К вечеру Мария снова почувствовала тревогу. Прибежал мальчишка Федька, весь в пыли, в глазах испуг. «Там, у леса, он опять стоит». Мария не спешила, накинула платок, велела мальчишке сидеть на крыльце. Дорога к опушке вела вдоль речки. По вечеру в низинах еще стелился сладковатый запах. Не такой, как у простого меда, а чуть глухой, как будто из другого лета. Торговец стоял у самого края поляны, где солнце уходило за березы. Он не выглядел опасным. Руки в карманах, лицо спокойное, только взгляд теперь был не усталым, а настороженным. «Ты зачем вернулся?» — спокойно спросила Мария, не переходя через канаву. «Я не вернулся», — спокойно ответил торговец. «Меня позвали. Вы сами не замечаете, как тоску слышите. Тут каждый о своем мечтает забыть». «Так ведь и забывать не жить», — сказала Мария. «И боль, и радость, и слезы нужны, чтобы человек жил и не спал». Торговец посмотрел ей в глаза, улыбнулся криво. «Не мне с вами спорить. Я лишь поводырь. Кто забудет мой, кто вспомнит твой». «Ты уходи», — твердо сказала Мария. «В другой раз таких, как ты, я не встречу одна. Люди все запомнят, и второй раз на твой мед не польстятся». Торговец ничего не ответил, развел руками. По полю, будто по воде, прошел теплый ветер. Листья берез зашуршали, и Марии почудилось, что на мгновение воздух стал слаще, но этот запах сразу исчез. Он медленно ушел по тропе к просеке.
На траве остались несколько капель прозрачного меда, они блестели, словно маленькие солнца. В ту ночь никто в деревне не уснул сразу. Каждый лежал, ворочался, думал о своем, о прошлом, о боли, о том, что не получилось простить. Сон пришел только под утро, тяжелый, но уже без прежнего сладкого тумана. Мария сидела у окна, слушала, как дышит дом, как шуршит ветер в саду. «Все правильно», — шептала она. «Память пусть будет тяжелой, но своей». У старика Игната в избе долго пахло медом. Он однажды сказал Марии: «Страшно не забыть, страшно не вспомнить». Мария кивнула. Знала, что каждый этот выбор делает сам. Весна вступила в силу по-настоящему. По утрам в деревне уже пахло землей, дымом и молодой травой. Дети бегали по дворам, на коленях следы грязи, у старух новые сплетни, у мужчин свои заботы. Жизнь текла своим чередом, но в каждом доме еще долго вспоминали про того самого медовика, то в страхе, то вполголоса, как если бы обсуждали не человека, а тень, прошедшую сквозь стены. Марья работала как прежде, не давая себе остановиться ни на миг. Утром растирала травы, вечером проверяла, у кого что болит, выслушивала чужие сны, а сама стала строже, как будто теперь держала внутри невидимую дверь, чтобы никто чужой не проник вновь. Иногда кто-то из односельчан жаловался. Вот бы опять такую легкость почувствовать, как тогда, в медовую неделю. Но тут же отдергивали себя или хмыкали. Лучше уж жить по правде, пусть и с болью. Смех и слезы вернулись в деревню вместе. Теперь у каждого была своя мера и того, и другого. Казалось, даже трава у дома стала зеленее, а в голосах детей появилось что-то упрямое и звонкое. Однажды вечером, уже на закате, Мария услышала тихий стук в окно. Открыла, стоит та самая Тоня с детьми. Лица у них чуть утомленные, но глаза живые, ясные. «Спасибо тебе, Мария», — тихо сказала Тоня, сжимая в руках тряпичный узелок. «Плохо было тогда без слез, будто все вокруг в вате. Сейчас тяжело, но все свое. Хочется смеяться, ругаться. Сама не понимаю, как жили в том забытии». Дети вцепились Марии в подол. Она провела рукой по их волосам и улыбнулась. «Все теперь будет правильно. Боль сама уйдет, если жить не бросить». В ту же ночь Марии приснился сон. Она идет по той самой весенней дороге, а навстречу ей выходит торговец с банкой меда, улыбается, протягивает ложку. Мария проходит мимо, и тогда мед становится мутным, густым, и на дороге вырастает молодая трава. Она проснулась с чувством, что даже во сне смогла отстоять то, что дорого. С тех пор в деревне больше не появлялись чужие с медом и сладкими обещаниями. Пчелы работали в саду, мед был обычный, терпкий, пахнущий липой, иногда с горчинкой, но зато свой, родной. Люди долго еще вспоминали ту неделю, когда забывали обо всем на свете. Вспоминали, шептали. «Это было как в сказке, только сказка-то не про нас. Мы не для сна, мы для жизни». А Марья знала, забвение всегда приходит сладким, но уносит то, что никто не сможет вернуть, если вовремя не проснуться. Она берегла свой дом, людей, каждое их слово и слезы, потому что только так деревня могла оставаться живой. Весна тянулась к лету, медовые следы стерлись с порогов. Вечерами над садами шумели пчелы, а в окнах горел живой свет. Люди смеялись, спорили, жили. Кто как умел, кто как мог. На этом все, друзья. Сегодня вы слушали вторую часть из серии «Деревенская целительница Мария». Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал Лесология. Не забывайте про комментарии. До скорых встреч, любители деревенских, лесных и мистических историй.